Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Сегодня уже 29 сентября. Сегодня мы с вами выполним подъем на мыс Алчак. Вот он за моей спиной находится. Это небольшая гора, древний коралловый риф, как и большинство гор в окрестностях Судака. Высотой всего лишь 150 метров. Подъем туда несложный, но очень опасный. Вот находится грот Эола Арфа, про который я вам неоднократно рассказывал, уже и показывал видеоролики. Добраться туда можно очень легко. Вот прямо здесь подняться вверх, не знаю, минут 5 максимум займет подъем сюда. Сюда подняться можно безопасно, с детьми и посмотреть на виды, которые открываются на Судакскую набережную и на море. Вот такое здесь море. Но мы с вами отправимся на вершину горы этой Алчак, чтобы посмотреть самые лучшие виды, запустить там квадрокоптер и снять все это на квадрокоптер, друзья. Поэтому не переключайтесь, будет интересно, и погнали. Стараюсь выпускать для вас видеоролики ежедневно, и, друзья, это очень сложно, поэтому прошу вас поддерживать ролики лайком и обязательно делитесь их в социальных сетях. Это очень мотивирует меня снимать для вас ежедневные вот такие выпуски. Помните тот видеоролик, который я снимал в Новом Свете, в гроте Голицына, где я отговорил девушку прыгать в воду с этой скалы? Вот буквально вчера там тоже девушка одна прыгнула и сломала себе спину в этом месте, к сожалению. Поэтому прежде чем что-то сделать, подумайте 100 раз, стоит ли оно того. Никуда не ходите, по обрывам не ходите, не прыгайте со скал. Просто проведите комфортно свой отдых, друзья, не нужно рисковать. Оно того, поверьте, не стоит. Многие в комментариях пишут: Александр, покажи реку Суксту, которая выходит в море. Ее еще называют речка Вонючка. Но, друзья, в этом году она в море не выходит, потому что она просто-напросто пересохла. Вот что от нее осталось. Вот такое русло. Все. До моря водичка не доходит. Сейчас подойдем поближе. Там она вообще поросла вся камышом. И вот так практически все лето. Кстати, много озер уже пересохло в Крыму. На днях вам покажу несколько озер, которые просто высохли. Здесь тоже, посмотрите, грунт сухой. Тоже речка пересохла. И вот вверху находится грот Эола Арфа. Туда мы сейчас не будем подниматься, потому что хочу успеть на закат подняться на вершину горы. Раньше здесь была экскурсионная тропа туристическая, она в принципе и сейчас есть, но во времена Украины она была, насколько мне известно, платной. В этом году ее более-менее обустроил лесхоз, поставили вот такие таблички: не бросайте мусор. Обычно тут на входе скапливалась гора мусора. Сейчас, как видим, все чисто, видно, что здесь убираются. Поставили урны с пакетиками, и лесхоз, работники лесхоза с этим справляются. Давайте подойдем, прочитаем, что здесь у нас на табличке написано. Особо охраняемая природная территория, заповедное урочище, мыс Алчак в городе Судак. Запрещается разводить костры, бросать окурки, спички, оставлять мусор, берегите лес. Площадь 55 гектар. Вот, друзья, такая территория. Сейчас мы пройдемся по тропе до чертового мостика, а там уже выполним наш подъем на самую вершину. Видите, поставили вот такую беседочку, где можно отдохнуть, посидеть в теньке, полюбоваться закатом солнца. Здесь, кстати, тоже поставили урну, чтобы люди не мусорили. И ее убирают практически ежедневно, насколько я не ошибаюсь, надеюсь. Но, видите, здесь все чисто. Территория тоже прилегающая чистая. Вот такое море, скоро закат. Но там тучи, я не знаю, будет ли солнышко на закате у нас или нет, но мы все равно поднимемся. Людей на пляжах уже очень-очень мало. И если хотите, чтобы я вам показал судакские пляжи, могу завтра для вас снять видеоролик, если вам интересно. Напишите в комментариях, интересно вам это видеть или нет. Вот здесь тоже поставили таблички. Здесь рассказывается про этот мыс Алчак. Давайте прочитаем. Алчак, перевод с крымско-татарского низкий. Это старейший коралловый риф, сложенный серыми мраморовидными известняками. Гора имеет высоту всего лишь 153 метра. Ага, я сказал 150. Значит, 153 метра максимальная высота этой горы. На западном склоне горы расположена Эола Арфа, скала с большим сквозным отверстием, образовавшимся в результате выветривания известняка. Археологи утверждают, что еще в бронзовом веке это место населяли древние люди. Здесь было обнаружено хранилище монет, датированных 3 веком до нашей эры. Представляете себе? Алчак является одним из самых красивых мысов Крымского побережья. Кристально чистая морская вода притягивает туристов для купания в море, аквалангистов, любителей плавания с масками и ластами. В 1988 году мыс Алчак был объявлен заповедным урочищем.
Нарушение режима, штраф до 4000 рублей. Поэтому не нарушайте режимы. Пойдемте, здесь тоже вот указан весь наш маршрут, куда нам нужно дойти. Вот здесь чертов мостик. А почему только до чертова мостика? Ну, насколько я знаю, здесь тропа идет аж до вот этого пляжа, который за Очаком находится. Туда свободно можно дойти. Видите, на протяжении всего пути тут будут стоять урны. Это большой плюс. Вот, как видим, тоже установили скамеечки. Еще установили в начале лета, и до сих пор их никто не украл, что меня очень радует. И возле каждой скамейки имеется урна. Что сказать, молодцы. Люди расположились прямо на камнях, загорают там, отдыхают, купаются, кто-то вон ловит рыбку. И вот так проходят летние каникулы у людей. Но мы с вами движемся дальше по тропе. Сам пешеходный маршрут здесь очень легкий. С него уже, вот мы недалеко зашли, открываются шикарные виды на город Судак, на его пляже, на набережную и на Судакскую бухту. Посмотрите, как круто. Вот здесь уже кончается у нас пешеходный маршрут. Дальше движение опасно для жизни. Это действительно так, потому что уже дальше у нас чертов мостик. И в этом месте происходило много разных каких-то происшествий с летальным исходом даже. Поэтому, друзья, дальше идете уже на свой страх и риск. Вот, собственно, гора Алчак. Наверх мы с вами поднимемся. А вот здесь мы летом с вами купались. Есть видеоролики, как люди прыгают прямо вот с этого места. Что тоже очень страшно, друзья. Я вам не рекомендую это делать. Мы прыгали с первой ступеньки. Она невысокая. И там более-менее безопасно. Ну и что, и вот у нас чертов мостик. Все его прекрасно знаете. Все до сюда доходили. Мостик требует ремонта. Но я так понимаю, что тропа заканчивается вон там. Здесь его уже ремонтировать, скорее всего, не будут. Вот так скалы висят. Как видим, они уже все потрескались. И видите, возможно даже обрушение горных пород в этом месте. Поэтому здесь будьте очень аккуратны. И идете на свой страх и риск. В советское время мостика здесь не было, но любители дикого отдыха пролазили вот на эту сторону с помощью вот такого троса. И трос был здесь натянут, и люди вот так по скале пролазили здесь. Это было действительно опасно. Я где-то в интернете видел старую фотографию, как тут люди лезли. Если вдруг не удастся ее найти, я обязательно ее сюда прикреплю, чтобы вы видели, как здесь люди лезли. Сам мостик, посмотрите, уже высох, уже разваливается. И скоро по нему будет действительно опасно ходить. Здесь уже вот сломались эти штучки, по которым ходят доски. Поэтому не рискуйте. Вон там находится тоже уютная бухточка внизу. Если купаетесь, вы туда по-любому заплывали. Но вот такое шикарное здесь место. Давайте немножко дальше пройдемся. И потом уже поднимемся на вершину этой горы. Вот, посмотрите, здесь прям реально какие-то трещины появились. Я не помню, чтобы они были раньше. Вот, особенно меня пугает вот эта трещина. И там камень просто, получается, висит, еле держится. Поэтому в этом месте еще вот написано «Осторожно, камнепад». Нужно быть максимально аккуратным. Но это буквально за секунду может случиться обвал. И думаю, вряд ли кто-то успеет убежать или отпрыгнуть от такого большого количества скалы, которые обрушатся. Так как бы нам пройти, честно говоря, друзья, действительно страшно проходить даже здесь. И вот табличка «Осторожно, камнепад». Но скала вот такая. Любители острых ощущений это не останавливает, и они все равно идут дальше. Но мы с вами тоже немного пройдемся, потом вернемся обратно и выполним наш подъем. Так, что у нас здесь интересного? Здесь камни. Купаться здесь, не знаю, как в камнях, мне особо не нравится. Мне нравятся более песчаные пляжи. Но смотрите, здесь наша тропа продолжается почему-то. Давайте посмотрим отсюда. Ну, друзья, здесь, в принципе, везде будут вот такие камни. Поэтому в камнях купаться... Ух ты, смотрите. Этого действительно раньше не было. Вон идет, вот, видно вам, идет огромнейшая трещина. Скала просто отслаивается. Давайте поближе подойду, подсниму для вас. Смотрите, какие трещины. Возможно, они были раньше, просто я не обращал на них внимания. Но, честно говоря, не помню такого. Пишите, были эти трещины или нет. Вот этот кусок, вот, прям висит, можно сказать.
Ладно, давайте пройдемся еще немного дальше, посмотрим, что с той стороны. И там вон трещина такая пошла. Ну, честно, не помню такого, что было в этом месте. Такие, друзья, трещины образовались. Просто кусок вот этого камня висит, получается. Ну что, я думаю, давайте возвращаться обратно, чтобы успеть подняться на вершину горы. Внизу мы практически все посмотрели. Дальше вот идет тропинка, туда можно добраться на ту сторону Аучака. Там где находится кафешка, это Аучак. Но нам нужно на самую вершину за экстремальными кадрами, за экстремальной съемкой. Ни в коем случае это не повторяйте, все трюки выполнены профессионалами. По чуть-чуть поднимаемся на вершину горы. И вот это место прям, где чертов мостик внизу. Видите, какое? Просто красота. Нам нужно вот сюда на вершину еще подняться. Осталось немножечко. Какой шикарнейший вид открывается с этого места. На это я могу смотреть вечно. Показываю вам. Вау, смотрите, какое море, какая же красота. Смотрите, на вершине проходит такая огромная трещина. И глубина ее очень-очень большая. Давайте туда камешек скинем. Просто через всю гору проходит такая трещина. Возможно, даже до моря ведет. Так, бросаем и слушаем. Нет, не услышал звука, чтобы он в воду камень упал. Просто на землю куда-то упал. Ладно, давайте сделаем последний рывок и все же поднимемся на вершину. Мы это сделали. Вид открывается на миллион. К краю подойду. Очень страшно, конечно. Друзья, посмотрите. С этой стороны нам виден мыс Меганом. Тавридово он находится. И просто здесь такая пропасть 153 метра. Посмотрите, цвет моря. Он здесь такой зеленоватый. Изумрудного цвета водичка. О, конечно, стоять вот так на обрыве страшновато. Но эта красота просто непередаваемая. Как же круто. Вот такой дикий Крым я обожаю. Просто слов нет, как вам все это передать. Смотрите с этой стороны. Тучки нам сегодня немного испортили закат, но все равно виды просто потрясающие. Но все это открывается. Такая тишина здесь, друзья. Круто. Я считаю, что пора запускать квадрокоптер. Погнали запускать его.
Thank